Ну, модули относительно недавно, на мой взгляд, я занимаюсь, так как музыкой, наверное, больше 15 лет, из них, наверное, лет 5 назад я начал собирать модули, и все это пошло из программы Reason. Мне очень нравилось воздействовать, пересоединять провода, искать свои какие-то схемы. Это как в шахматах, очень много разных возможностей. У меня все эти звуки рождаются в голове, то есть я понимаю, что я хочу сделать, взять этот дилей или взять, к примеру, вот этот фильтр, потому что я знаю, что он очень интересно работает там, вот на такой-то частоте. У меня звук может, мой оригинальный, сформироваться, исходя даже из римшота, к примеру. Я его могу сделать чуть более железным, чтобы он был не похож на римшот, но вот начальный тон, характер, как бы, да, это понятно, что это будет римшот. У меня всегда была мысль записывать свои звуки, может быть, саундскейпы, field recordings. Пока у меня эта библиотека моя наращивается, но есть уже некоторые работы, которые я сделал с использованием уже этих записей. Мне очень как бы понравилось. Причем брать уже, к примеру, готовую запись шуршания листвы, и из нее, допустим, гранулярить и делать какие-то текстуры и прочее. То есть это дополнительный тоже такой инструмент, который можно даже использовать и в живых выступлениях. Можно этот рекордер подсоединить к своей системе, создать какую-то алгоритмику из эффектов и воздействия различных модулей, и будет интересная какая-то история получаться. Только опыт, наверное, определяет те, какие инструменты должны быть у тебя, какие алгоритмы ты применяешь, от каких-то ты уходишь, какие-то новые придумываешь, какие-то связки эффектов. Я могу из бочки сделать вообще какой-то грув. Достаточно одного удара в одной четверти, и при помощи эффектов, то есть я могу его уже гонять там по питчу, или чтобы он делился тише, громче, где-то здесь ударял, или крошился в каком-то моменте. Просто я один щелчок, и ты сидишь, этот диапазон настраиваешь. Мне нравится так работать со звуками, когда у тебя один звук уже какую-то историю рассказывает. И просто к ней ты уже добавляешь. Хочешь ли ты хэт такой сухой, или наоборот какой-то дизайнерский хэт добавить, какая текстура, какой тон. По такому алгоритму и выстраиваются треки. Итак, как же у меня как устроена моя лайв-сессия, как у меня мой проект в Ableton взаимодействует с разными инструментами. Значит, здесь у меня ящик с модулями, точнее система полностью, и я использую гранулярный синтезатор JR1. Сейчас играют звуки только в проекте Ableton. Текстуры. Можем их сейчас вот отключить временно. Какие звуки в этом лайве у меня были с инструментов? Значит, начнем со звука дополнительной текстуры с JR1. Она у меня находится на вот 6-м канале. Я могу добавлять через Send Return на эффект, на ревер. Ревер у меня в данном случае Eventide Space. Так, вот пошли у нас, значит, какие-то перкуссионные из проекта. Их тоже можно отключить. Пока отключим и посмотрим, что у нас, какие есть другие звуки. Значит, другой низкочастотный звук. Значит, это у нас
модуль, отвечающий за этот звук, Plates. Он заходит в фильтр Bionic Lester, и этим фильтром управляет Kermit. Значит, что в процессе лайва с ним может происходить? То есть я могу менять значение, соответственно, характер, звуки тоже меняются. Могу запатчить или другие алгоритмы включать, но их предварительно нужно, конечно, настраивать. Могу в процессе лайва назначить модуляцию на смену режимов. Он будет разные алгоритмы выбирать, соответственно, звуки будут рандомно появляться. Но у меня модуляция стояла на гармонике, на изменении гармоник. Так, это на первом канале. На втором канале у нас так, вот чистый сигнал. Ага. Это у нас, значит, получается... Ага, заходит Redmaker. Это у нас Swayman. Чуть добавлю ревера. Люблю с ревером работать. Ну и, соответственно... здесь вживую можно менять алгоритмы. Значит, сигнал сюда поступает из секвенсора Metropolis. Я могу шаги выбрать разные. Длину их, повторение и прочее. Соответственно, будет меняться рисунок. Также подключать в этом синте можно дополнительные голоса или воздействовать ЛФОшкой. Ну, как пример. Третий канал у нас бочка, это Pix. Значит, на нее воздействует драмовый секвенсор. Соответственно, можно ее подстроить по тону, как она должна быть. Четвертый канал у нас Plonk. Здесь выбран алгоритм Short Crash. На него воздействует LFO на pitch. Соответственно, он ее постоянно рандомит. Триггером у нас является тот же Topographic Drum Sequencer. То есть могу шаги менять. Пятый канал у нас Rimshot. Можно выбрать, к примеру, Maracas. Попробуем включить все звуки. Что у нас проигрывает? Вот играет полностью то, что играет с модуляра, и, соответственно, JR тоже заходит сюда. Добавим звуки, которые были
Ableton. Естественно, все звуки, которые в данном случае расположение, это уже прописанная история. Обычно я пользуюсь не аранжировочным окном, а окном лайв-сессии. И делаю небольшие заготовки, клипы и смещаю сцены, используя свой контроллер. Все команды назначаю на контроллеры внешние. Если нужно убрать какие-то звуки, убираю. Какие нужно добавить, добавляю. Use experiences and perceptions and thoughts and emotions to prove Есть исключения, когда я использую только живые инструменты. Это как раз проект Троекурова. Компьютер используется в этом случае только как для записи, а все остальное, коммутация и внутренний клок только из внешних инструментов. Причем это происходит не подготовленно. Я просто рандомно выбираю инструмент, взять хочу вот этот, вот на этом поработать, вот на этом и какие-то там модули, допустим. Троекурова началось где-то года 4, наверное, назад. Мы с друзьями, музыкантами, узким кругом собирались раз в год в лесу. То есть мы собираемся, для нас это немножко другой уровень отдыха на природе, с палатками, с костром и прочая история. Мы вносим свою какой-то небольшой футуризм, наверное, в этом. Мы пытаемся взаимодействовать с внешними звуками природы, добавляя свои, чтобы это было все очень органично. Если бы я остался на необитаемом острове, я бы не брал ни один синтезатор вообще. Я бы взял какую-нибудь флейту или гитарку, и все. Мне больше ничего не нужно было. Никакие ни компьютеры, ни синтезаторы. Там электричества просто нет.